Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня мы поговорим про слово «блин». Блин, может ты лучше блинов нажаришь, чем языком тут трепать. Во-первых, не нажаришь и напечешь, а во-вторых, напеку. Как только научусь. Понятно, без тебя обойдусь. Блины румяные в корзину. Есть. Сгущенку не забудь. Но, как вы уже поняли, речь пойдет не о том блине, который надо есть, а о восклицании, которое мы используем для усиления эмоционального окраса. Говорить его или нет – дело ваше. Я вас лишь хочу проинформировать о том, что в русском языке оно используется очень часто, и, естественно, в неформальных ситуациях. Но почему именно блин? К сожалению, никто не знает. Но есть парочка версий, почему именно так. Первая говорит о том, что произошло оно от выражения «блин горелый», которое использовалось и, наверное, сейчас тоже используется, но гораздо реже, в ситуациях, когда что-то не получалось. А поскольку мы склонны к упрощению языка и стараемся умещать в минимальное количество слов наибольший смысл, оно сократилось до простого «блин». Вторая версия такова, что безобидным словом «блин» начали заменять созвучное ругательство в русском языке, я не буду его произносить, и сделали его таким образом своего рода цензурным матом. Есть еще третья версия, но мне она показалась настолько сказочной, что я даже не хочу про нее рассказывать. Поэтому остановимся на двух, вы можете выбрать, какая вам нравится больше всего. Немного отходя от темы слова «блин» в качестве восклицания и затрагивая тему реальных блинов, любопытный факт, почему правильно говорить «печь блины», а не «жарить блины». Потому что раньше не было газовых или электрических плит, и блины буквально выпекали в печи. Погоди-ка, я тут тоже кое-что поискала, и не все так однозначно с этим выражением. Ну, и ты хочешь сказать? То, что язык развивается с учетом нынешних реалий. Если раньше не было плиты, и люди пекли блины в печи, то сейчас плита есть практически в каждом доме, и люди их буквально жарят. Я хочу сказать, что с развитием языка приобретаются новые формы использования фраз или выражений, и их можно использовать как душе угодно, и не всегда это будет считаться ошибкой. А если и будет, то кому какая разница? Блин, а ты права. Конечно. Ну все, уходи, теперь я буду вести канал. Ай, да мы вообще сегодня не об этом говорим. Что я хочу сказать, так это то, что слово «блин» можно услышать каждый день от кого угодно. Конечно же, в неформальной ситуации, потому что если, например, в университете вы делаете какую-то презентацию, что-то пошло не так, будет крайне невоспитанным сказать на всю аудиторию «блин, да что же это такое?». Ну и еще парочку примеров для более полного понимания. Блин, так в кино хотелось сегодня сходить, и как назло, столько работы навалилось. Блин, сочувствую. Алло? Ну где ты? Я тебя уже полчаса жду. Я уже подхожу. Блин, проспала. У меня для тебя есть подарок. Ой, спасибо. Блин, как они вкусно пахнут. Не, вообще не пахнут. Да, это же сухоцветы, которые у меня стоят уже год как. Спасибо за чудесный подарок. И на этом у меня сегодня все. Пользуйтесь на здоровье, но не борщите. И учитывайте степень формальности обстановки, чтобы не выглядеть невоспитанным. Спасибо, что смотрели, и до скорого! Пока-пока! Я вам забыла сказать, чтобы вы на канал подписывались и лайки ставили.